Сегодня в рубрике «Разоблачение» мы развеем все сериальные домыслы, узнаем правду о причинах ненависти к Хюррем и откроем главные секреты отношений между Хюррем Султан и сестрами Сулеймана. Когда же, наконец, эти злодейки угомонятся? Госпожа, похоже, не будет конца их козням. Что произойдет, если в аквариум с пираньями подсадить щуку? Догадываетесь? Нет? Тогда давайте начнем. А ответ про щуку и пираньи вы узнаете ближе к концу этого видео. На официальном турецком сайте династии Султана Сулеймана, а также согласно книге турецкого историка «Женщины и дочери султана», сказано, что у Кануни было 6 сестер. Есть даже данные о том, что у отца Сулеймана Явуза Селима было 10 дочерей. На самом же деле, по заверениям большинства турецких историков, доподлинно неизвестно о количестве сестер Сулеймана в то время, когда он правил Османской империей. Неясно до конца даже, когда они точно родились и кто был их матерями. Но в сериале «Великолепный век» нам показали только 4 – Бейхан, Хатидже, Шах и Фатьма. Все они, за исключением, наверное, Бейхан, люто ненавидели Хюррем и всячески пытались избавиться от этой рыжеволосой колдуньи, которая приволожила к себе султана Сулеймана. Почему же сестры 10-го правителя Османской империи так сильно ненавидели Хюррем? Самое сильное противостояние, пожалуй, досталось дуэту Хюррем и Хатидже. Вражда этих двух прекрасных дам по сериалу затянулась наполовину саги и принесла самые жестокие поражения для Хюррем, хотя изначально и в какой-то момент зрителям могло казаться, что Хатидже станет отличной подругой для Роксоланы. Почему Хатидже изменила свое изначально доброе отношение к Хасики и за что она мстила Анастасии Александре Лисовской? А что об отношениях с Хатидже думала сама Хюррем? Хронология событий в отношении Хюррем и Хатидже развивалась стремительно. Изначально Хасики видела своим врагом только Ибрагима. Все свои поступки она направляла на то, чтобы избавиться именно от него. Но Хатидже очень любила Паргали, а потому волей-неволею стала заложницей взаимной ненависти своего возлюбленного и Роксоланы. Именно потому, что Хюррем делала все, чтобы устранить великого визиря, Хатидже ее и ненавидела. Она готова была простить Хюррем любые ошибки, нарушенные правила и традиции, попытки влияния на власть в гареме, деревенское поведение рыжей наложницы в отношениях с Валиде и Махидевран и так далее. Хатидже видела, как сильно Хюррем любит Сулеймана, ощущала похожесть положения Хюррем, как овцы в клетке с львами, жалела ее и даже защищала. Но потом, когда жизнь Хатидже покатилась под откос, и она поняла, что ее проблемы и невзгоды Ибрагима – это следствие противостояния Хюррем, она возненавидела ее и желала ей только смерти. А в это время Шах-Султан, которая волею судеб прибыла во дворец, стала на сторону Хатидже. А почему? У нее не было своего мнения? Что плохого ей сделала Хюррем? И правда ли, что зрители ошиблись, думая, что Шах тоже ненавидела Хюррем? Согласно сериалу, между Шах-Султан и Хюррем не было причин для войны. Хасики не трогала ни сестру султана, не имела она никаких претензий к ее мужу Лютфи-Паше. В какой-то момент многим стало ясно, что Шах не ненавидит Хюррем, а лишь делает вид, чтобы усыпить бдительность Хатидже и других членов династии, а также гарема. И надо заметить, что у нее это очень хорошо получилось. Не только персонажи сериала стали верить в месть Шах Роксолане, но и большинство зрителей тоже с этим согласились. Но на самом деле Шах не была врагом Хюррем, она была ее союзницей. А почему? Все дело в ее истории. Судьба Хюррем в гареме была похожа на судьбу самой Шах-Султан. Будучи маленькой девочкой, рожденной наложницей Явуза Селима, Шах не пользовалась любовью других его дочерей, матерью которых была Айше Хафса. Шах была им родной только по линии своего папы, а он, в свою очередь, уделял ей очень много внимания. Хатидже
Фатьма и Бейхан не могли с этим смириться и всячески притесняли маленькую Шах, воспитав у той к себе стойкую ненависть и желание отомстить в будущем. Вот она и мстила, когда прибыла во дворец, а больше всего она мстила Хатидже за неразделенную любовь Ибрагима. Таким образом, Шах-Султан не была врагом для Роксоланы и всячески, но из-под тишка ее поддерживала. Если захотите, мы обсудим это в отдельном видео. Я смогу сделать коротенький сюжет. Пишите свои пожелания в комментариях. Ненавидела ли Хюррем Бейхан Султан? Здесь, я думаю, со мной согласится большинство зрителей. Бейхан не испытывала к Роксолане вообще никаких чувств. Ей было глубоко плевать на Хюррем, так как она была занята совсем другими делами. Бейхан была отчаянной домохозяйкой, как мы бы сейчас сказали. Она занималась домом и своими детьми. На ее долю выпала счастливая судьба. Бейхан вышла замуж по любви, растила своих дочерей, жила вообще в другом Санджаке, и ей не было дела до дворцовых интриг и королевских игр. Не считая, конечно, того ужаса, который она испытала после казни мужа Сулейманом. И опять в том не было вины Хюррем. Бейхан проклинала своего брата и лишь молчаливо присутствовала при тех интригах, которые сестры Сулеймана планировали и проводили против Хюррем. Нет. Определенно, Бейхан не ненавидела Хюррем. Ей абсолютно до нее не было никакого дела. И, наконец, почетное место завершить список злоключений для Хюррем достается самой веселой и любвеобильной Фатьме Султан. За что она ненавидела, презирала и унижала Хюррем Султан. Что ей сделала любимая женщина Сулеймана. А вот здесь я расскажу вам о том, что произойдет, если в аквариум с пираньями подсадить щуку. Потому как поведение этих двух, с одной стороны, очень разных рыб, но с другой стороны, крайне похожих, отражает отношения Фатьмы и Хюррем Султан. Так получается, что и щуки, и пираньи – это рыбы хищные. Ихтиологи утверждают, что если в аквариуме будет находиться одна пиранья и одна щука, то щука победит. Она больше, сильнее, хитрее и агрессивнее. Пираньи же рыбы трусливые, поодиночке, и готовы долго ждать, когда щука вымотается или отвлечется, чтобы напасть. Однако, если в аквариум с пираньями подсадить одну щуку, то, учитывая, что их много, щука, скорее всего, погибнет. Фатьма завидовала Хюррем, ведь в жизни Хасики была большая любовь и дети. То есть у нее было все то, чего не получила от жизни Фатьма. Она искала себе мужчину, хотела любить и быть любимой, выйти замуж и родить детей. Однако судьба обделила Фатьму этим счастьем, и та выместила всю свою злобу на Хюррем. Но вот незадача. К тому моменту, когда тучи над Фатьмой сгустились, после казни Кара Ахмед Паши, она уже оставалась одна против Хюррем, и здесь эта хищная рыжая рыба, конечно же, победила облезлую и уставшую к тому времени Фатьму. Будь у Фатьмы больше сестер для борьбы с Роксоланой, то, возможно, уточняю, возможно, Хюррем могла бы и не выстоять в этой неравной схватке. А так природа победила. А как же было в истории? Боролись ли сестры Сулеймана с Хасики? Здесь, как вы понимаете, архивы таких ответов не дают. Мне кажется, что власть султана Сулеймана была настолько сильной, что его родня не посмела бы посягнуть на Хюррем Султан. К тому же, а это известно доподлинно, у Хюррем были очень добрые и теплые отношения с матерью Кануни Валиде, которая занималась как обучением Роксоланы, взяла ее под свою защиту и оказывала ей различную поддержку, серьезно видя в ней будущую верную и преданную жену своему сыну. Но кто бы противостоял влиятельной Валиде? Но это уже совсем другая история. О ней мы еще поговорим. А как вы считаете, мои дорогие зрители, за что сестры Сулеймана ненавидели Хюррем? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и посетите нашу вкладку сообщества, где узнавайте еще больше про Османскую империю.